У нас есть опыт сотрудников начинающих, которые начинали в одном отделе, а заканчивали руководителем абсолютно в другом подразделении. Мы можем влиять в том числе как на качество, так и на стоимость конечной продукции. Как стать частью этой классной компании и что для этого нужно сделать? На самом деле делать нужно не так много. С помощью виртуальных пряников мы говорим друг другу спасибо за помощь в тех или иных проектах. Если кому-то чего-то немножечко не хватает, это как раз-таки не какой-то глобальный минус. Можешь ли ты показать сейчас свое рабочее место? Да, конечно, пойдемте. Пойдемте. Привет! Нас ждет экскурсия, и это не достопримечательности Питера. Цель нашей поездки находится в 30 километрах отсюда, и это компания Биокат. Это первая фармкомпания такого масштаба. Это предприятие полного цикла, которое производит препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, инфекционных заболеваний и работает на международном рынке. За моей спиной находится один из производственных комплексов компании Биокат. Компания Биокат была основана в 2001 году, и ее создание позволило людям с тяжелыми заболеваниями получать препараты российского производства, которые в разы дешевле и не уступают по качеству заграничным аналогам. Производственный комплекс Биоката находится в Нойдорфе, научной, технологической и технической базе для реализации инновационных проектов. Средний возраст сотрудников компании Биокат около 30 лет, что наводит на мысль, здесь много молодых специалистов. Все неспроста. Биокат вкладывает немало ресурсов в обучение юношей и девушек и способствует развитию в стране научного сознания. Здравствуйте, Марина. Ради чего стоит идти работать в Биокат? Мы всегда говорим о том, что стоит идти в Биокат ради интересных проектов. То есть у нас есть опыт некоторых, например, стажеров, либо сотрудников начинающих, которые начинали в одном отделе, а заканчивали руководителем абсолютно в другом подразделении. Это реальные примеры, реальный опыт, которым они, наверное, годятся, и мы гордимся, да. Ну вот приходит новенький стажер. Что вы с ним делаете? Вот вы приняли его на работу, на стажировку. Для начала у него в любом случае есть определенный блок обучения, то есть его вводят в курс дела, знакомят с командой, дают ему всю необходимую информацию. Оборудование знакомят, да? Конечно, каждому новому сотруднику, стажеру выдается свой персональный компьютер, выдается, например, для стажера выдается классный пакет для стажера с фирменным мерчем, рассказывается обо всех наших правилах работы в компании, знакомится со всеми коллегами, причем это несмотря на то, что есть дистанционные стажеры, которые делают все то же самое, только дистанционно. Ну и впоследствии его сразу же вовлекают в реальные задачи. Наверное, особенности наших стажировок в том, что стараются подготовить ребят параллельно обучая и параллельно погружая их в реальные задачи, потому что ты становишься полноценной частью своего коллектива и выполняешь реальные задачи, участвуешь в реальных проектах и получаешь конкретный результат. Настя, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься на своей стажировке? Я стажер отдела физико-химических исследований. На своей стажировке 3 месяца я помогаю отделу в анализе поступающих проб. Мы осуществляем разнообразные методики. Это полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ, анализ образцов общими методами, жидкостная хроматография, калориметрия. Ты приходишь, снимаешь себе верхнюю одежду, из чего начинается твой день и как он дальше продолжается? Захожу в лабораторию, надеваю халат, надеваю бахилы, иду за свое рабочее место, смотрю, есть ли у меня какие-то задачи. Тебе их предоставляют, да? Да, мне их предоставляет наставник, соответственно, я работаю полностью под его руководством, и он делегирует, собственно, свои задачи, какую-то часть мне, в том числе с целью обучения. То есть посмотреть, как работает лабораторное оборудование, как осуществляются реакции. А потом, когда уже я немного набила руку, стали мне давать задачи, которые я могу делать, собственно, самостоятельно. Как вообще происходило начало твоей стажировки? Как тебя знакомили с коллективом, с помещением? Да, в первую очередь, конечно, происходит знакомство со всем оборудованием, потому что есть правила техники безопасности, есть правила работы с каким-то оборудованием.
что можно, что нельзя делать, как нужно работать, чтобы получить достоверные результаты. Соответственно, вместе с наставником проходили там, допустим, к центрифуге, к амплификатору, ко всему, с чем бы мне пришлось работать в будущем. Сначала он показывал, я повторяла, потом делала самостоятельно, и вот так вот как бы путем частично проб и ошибок в том числе училась. Можешь ли ты показать сейчас свое рабочее место? Да, конечно, пойдемте. Пойдемте. Что это у тебя тут? Это спектрофотометр, это автоматическая пипетка, это кювета для спектрофотометра. Берется пипетка, надевается наконечник. Кювета держится так, чтобы луч шел вот так. Длина пути, соответственно, 1 сантиметр. Держим за боковые стороны. Ага. Могу я подержать? Да, и, конечно. Допустим, всунуть эту пипетку. Так. Мы берем пипетку, набираем жидкость и набираем сюда. Соответственно, мы сполоснули, вылили. Воду можно использовать для ополаскивания, либо для обнуления. Далее мы берем исследуемый раствор. Точно так же. До первого упора нажимаешь и отпускаешь. О, у меня получилось. Да? Теперь в кювету, да. Далее ставим кювету в фотометр и начинаем измерение. В данном случае измеряем оптическую плотность в 3 повторностях. А что ты еще делаешь? Измеряю pH, смотрю цветность, мутность, ставлю полимеразную цепную реакцию. Нам отдают эти образцы, мы их анализируем, составляем протоколы анализа и отдаем эти протоколы обратно. Соответственно, делаем какое-то заключение о данных образцах, насколько они соответствуют необходимым критериям, допустим, регламентируемых Минздравом. Вот, насколько нужно улучшить технологию производства, очистку, допустим, и еще что-то такое. О, здорово, спасибо большое тебе. Было очень интересно. Биокат – многоуровневая компания со сложной структурой. Здесь ведутся работы от поиска молекул и генной инженерии до клинических исследований, массового производства и маркетинговой поддержки препаратов. В 2020 году компания участвовала сразу в нескольких проектах по разработке вакцины против SARS-CoV, и ей удалось адаптировать 11 препаратов для реакции организма на COVID. Из значимых продуктов биоката можно отметить препараты для терапии бляшечного псориаза, лечения гепатита С и для терапии рассеянного склероза. И это только часть продуктов компании. Биокат присутствует более чем в 20 странах. Расскажите про работу на международном рынке и как получилось, что более 10% всех стран мира нуждаются в российских препаратах. Вопрос про 10%, наверное, поставлен немного некорректно, поскольку, если мы с вами представим, каждый 5-й житель Земли сталкивается с таким бичом, как онкология, и это приблизительно каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина. И препараты производства компании Биокат, они востребованы в каждой, без исключения, стране на нашем земном шаре. С момента старта развития международные продажи Биокат стали занимать достаточно большой объем в структуре компании. То есть в 2019 году мы заработали порядка 2 миллиардов рублей зарубежных рынков, что еще 7-8 лет назад казалось несбыточной мечтой, но на сегодняшний момент мы не просто выходим на новые рынки, а мы занимаем лидирующие позиции, как, например, во Вьетнаме 50% рынка уже принадлежит Биокат. Ну, правильно я понимаю, что в 2012 году началась экспансия компании Биокат на международный уровень. Каким сейчас результатом вы пришли на международной арене? Действительно, порядка 10 лет назад мы начали экспансию, и Биокат стал искать партнеров для выхода на зарубежные территории, нарабатывать пул контрактов. И на сегодняшний день у Биокат открыто, можно видеть на карте несколько офисов, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Китае, в ОАЭ. Но основная движущая сила на сегодняшний день – это офисы, которые занимаются коммерциализацией, это офисы, которые занимаются развитием бизнеса, находятся у нас в Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме. А производство только в России? Производство на сегодняшний день, да, у нас 5 производственных площадок, которые находятся все на территории Российской Федерации. А планируется производство в других странах? Ну, мы сейчас планируем выходить на так называемые высокорегулируемые рынки, в том числе и страны Европейского Союза. Для этих нужд нам, скорее всего, потребуется открытие производства на территории ЕС. Ну вот как так получилось, что другие страны начали нуждаться именно в препаратах российского производства?
Хороший вопрос. В первую очередь, поскольку, как вы знаете, Биокат – это вертикально интегрированная компания, мы можем влиять в том числе как на качество, так и на стоимость конечной продукции. Поскольку мы производим субстанцию, в дальнейшем разливаем все это дело до готовых лекарственных форм, пакуем и продаем, мы можем предлагать... То есть производство полного цикла, да? Полного цикла. Мы можем предлагать конкурентоспособные препараты по более низким ценам, что является, по большому счету, таким доминантным и приоритетным рычагом для принятия решений, особенно в государственных закупках. Предметом мы говорим о препаратах на основе моноклональных антител биологической природы, то есть это препараты ритуксимаб, трастузумаб и бевацизумаб для терапии таких социально значимых заболеваний, как онкология. Биокат развивается в направлении аутоиммунных заболеваний, в том числе это препараты, борющиеся с такими тоже социально опасными заболеваниями, как рассеянный склероз, болезнь Крона, анклозирующий спондилит. То есть это те заболевания, которые не приводят к летальности быстро, но тем не менее являются инвалидизирующими. Инфекционные, я знаю, еще заболевания. Инфекционные заболевания также, то есть это гепатит, ВИЧ и прочие заболевания. На сегодняшний момент Биокат также является производителем вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Ви», которую можно наблюдать сейчас при розливе. При этом они абсолютно не уступают качествам. Даже можно более сказать, что препараты, которые производятся сейчас в Биокат, с точки зрения качества, с точки зрения рекламации, они не подвергаются какой-либо серьезной критике со стороны зарубежных представителей и врачебного сообщества. За наши препараты мы можем отвечать головой, и пациенты, которые, к сожалению, ввиду обстоятельств нуждаются в терапии разных онкологических заболеваний, применяя препараты Биокат, могут быть спокойны в качестве продукции. Почему вы решили открыть офис в Бразилии, в ОАЭ? Ну, например, если мы говорим о Бразилии, то Бразилия является неоспоримым лидером стран Латинской Америки. То есть есть такая фраза, как «think global, act local». То есть это значит, что если мы хотим обозначить наше международное присутствие, мы можем любую стратегию придумывать здесь, в России, но должны реализовывать ее на местах. То есть мы пытались выбирать страны, которые являются лидерами в тех или иных регионах. В Латинской Америке это была Бразилия, на Ближнем Востоке, безусловно, это Объединенные Арабские Эмираты, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе это Вьетнам, как один из 4 азиатских тигров, откуда можно было, так сказать, предметно и на месте рулить бизнесом по этим направлениям. Спасибо, было очень интересно. Надеюсь, вы заполните карту полностью. Благодарю. Вот не зря фраза, что к 2025 году каждая 3-я страна будет получать препараты производства Биокат. И действительно, это наша цель. Здравствуй. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Алина. Мы только что прям были в вашей производственной части, мы поняли, чем вы занимаетесь. Теперь нам интересно узнать, как сюда попасть, как стать частью этой классной компании и что для этого нужно сделать. На самом деле сделать нужно не так много, всего лишь заполнить, откликнуться на вакансию, которая представлена на карьерном сайте компании Биокат, затем прикрепить свое резюме, мотивационное письмо и пройти необходимые тестовые задания. Что ты делала? Конкретно мое задание заключалось в написании эссе на тему «Контроль качества в жизненном цикле лекарственных средств». Затем руководитель проверил данное эссе и дал свою оценку. На основании него было уже принято решение о принятии на собеседование. Собеседование мы стали проводить в дистанционном формате, потому что условия диктуют, и это на самом деле стало максимально удобным. Проводим его я, либо коллеги из моего подразделения и обязательно будущий потенциальный наставник этого человека. Что спрашивал тебя HR? HR задавал мне общие вопросы относительно моих целей, моей мотивации работы в компании. Руководитель конкретно задавал уже более специфичные вопросы относительно моей дипломной работы, что я умею делать руками, есть ли у меня какие-то навыки конкретно в проведении анализов. Здесь важны такие качества, как внимательность, конечно, аккуратность, умение работать с реактивами, растворами, готовить растворы, реактивы, а
также проводить анализы. Что вам нужно узнать о человеке? Нам в первую очередь нужно узнать сферу обучения, чтобы понять все-таки какие-то базовые навыки. Не обязательно опыт работы, потому что мы берем, например, на те же стажировки ребят, студентов, и у многих этого опыта нет. Важны какие-то курсы, которые вы проходили в университете, ваши теоретические знания, которые вы можете применить на практике. Либо ваши какие-то дополнительные знания, какие-то курсы, в целом навык, возможно, работы волонтером в каких-то студенческих организациях. Это тоже очень немаловажный опыт для некоторых направлений, потому что вы всегда можете проявить хорошую мотивацию, умение работать в команде, а это ценится и у нас в компании. Следующее – это мотивационное письмо, правильно я понимаю? Да. Наверное, вопросы по типу, почему ты хочешь здесь работать, какие цели ты здесь преследуешь, да? Да. Что ты описала? Основные аспекты о компании, почему она меня привлекает. Чем она тебя привлекает? Многим на самом деле, конечно, компания международного масштаба, да, распространена по всему миру, да, примечательно то, что она пошла именно из России в мир, да, не из мира в Россию, как у нас бывает. Также тут применяются самые новые технологии, новое оборудование, и очень бы хотелось с этим всем поработать, потому что, в университете, конечно, не было такой возможности, не всегда хватало приборов, да, какого-то оборудования. Здесь все иначе, здесь космос. Меня бы, наверное, испугало бы то, что эта компания такая большая, а кто я? Но, с другой стороны, хочется реализовать свои амбиции. Конечно. Да? Хочется выше, лучше. Но я боюсь. Что ты посоветуешь студентам, которые хотят попробовать такую крутую компанию, но боятся, несоответствия своего уровня? Я бы посоветовала, конечно, не бояться. Компания полностью предоставляет все необходимые материалы для подготовки. Также здесь работает высококвалифицированный персонал, который всегда поможет. Хочу сказать, что вуз, в принципе, дает достаточно сильную подготовку. Плюс я проходила несколько практик в других фармацевтических компаниях. Конечно, Биокат по своим масштабам На голову выше, чем конечно, остальных. То есть ты сначала попроще уровень, да, взяла, а потом уже замахнулась, что повыше, да, скажем так. Постепенно я приобретала какие-то навыки, и сейчас я уже могу... Выросла самостоятельность твоя. Да, это, безусловно, огромный плюс. Биокат объединяет в своей основе не только разработку и реализацию препаратов, но и интересную корпоративную культуру. Поговорим о пряниках, моноклональном антителе и социальных проектах. Екатерина, первый вопрос. Что такое пряничная лавка? Давайте немножечко вообще, что такое пряники в нашей истории. Пряники – это наша корпоративная валюта. С помощью виртуальных пряников мы говорим друг другу спасибо за помощь в тех или иных проектах, за поддержку, за что-то выполненное сверх ожиданий. Впоследствии в пряничной лавке мы можем их потратить на крутой корпоративный мерч, на отдых за городом, на спа, даже так, да. Но, например, два самых популярных лота – это лоты на добрые дела, как мы их называем. И эти пряники мы перенаправляем в фонды, с которыми мы сотрудничаем. А второй добрый лот – это «Посади дерево». Ваш корпоративный мэп? Борис и моноклональное антитело. Есть корпоративная легенда, насколько это правда, неправда, я не знаю, но мне она безумно нравится, о том, что Бориса когда-то давно придумал сотрудник для того, чтобы объяснить ребенку, чем он занимается. Моноклональное антитело, по сути, большая часть препаратов в нашем портфеле как раз-таки созданы на основе моноклональных антител. Есть даже Инстаграм, в котором есть порядка 30 мемов о том, как Борис и моноклональное антитело грабят банки клеток и вот все такое. Самый молодой сотрудник, сколько ему лет? А если не считать студентов, которые у нас проходят практики и стажировки, то самому молодому сотруднику 20 лет. А самому старшему? Самому старшему 77. Кем он работает? Медицинский советник. Вопрос, наверное, самый сложный. Я зачитываю вам фамилии нобелевских лауреатов, которые посещали Биокат, а вы одним предложением будете отвечать, какой вклад каждый из них внес в науку или за что он получил Нобелевскую премию. Давайте. Так, первый.
Жарес Алферов. Открытие этого ученого стали основой для появления современных электронных, например, средств связи, таких как мобильные телефоны. Джеймс Уотсон. Описание структуры молекулы ДНК. Арье Варшель. Компьютерное моделирование химических структур. Аарон Чехановер. За изучение процессов разложения белка. И последний Константин Новоселов. За передовые опыты с двухмерным материалом графеном. Мы знаем, что Биокат – компания социально ориентированная, поэтому вопрос. Какой выпуск программы «100 дней на мечту» самый интересный или необычный? Если говорить о выпусках, то для меня это сразу несколько выпусков. Первый – это про мальчика, который очень любит супергероев, и как раз-таки коллеги из ивента придумали и организовали для него целый день в компании Спайдермена и других героев Марвела. Вторая история про девочку, очень тяжело болеющую. Она очень любит музыку, и, конечно, вот мечта была бы когда-нибудь услышать живое исполнение. Да. И наши коллеги, которые обладают теми или иными талантами, собрались в такой бэнд. Музыкальных инструментах, да? Которые да, и поехали к ней в Сибирский город петь и играть для нее на инструментах. Это такой кавер-бенд от Биокада. Кавер-бенд от Биокада, и, на мой взгляд, это очень крутая история, здорово, которая, да, лично для меня является показателем того, с какими невероятными людьми мы работаем. В общем, за 100 дней мы реализовали 115 детских желаний. Перевыполнили план. Да, от всей компании у нас примерно работает 2500 людей, порядка 410 сотрудников приняли участие в том или ином формате. У вас каждый год какие-то новые благотворительные проекты происходят? Да, конечно, у нас не только каждый год происходят новые проекты, у нас и в течение года существует ряд проектов, которые являются как традиционными, так и какими-то новыми нашими взаимодействиями. Стараемся делать такие разные форматы, как и День донора, когда ты можешь без личного контакта кому-то помочь, передать подарок, посадить дерево. И на самом деле такое вот стремление улучшать качество жизни людей, это, наверное, как такая основа, да, и такая движущая ценность большинством сотрудников. То есть с кем вот вы не поговорите, почему Биокат, почему фарма. Я думаю, что большинство, ну, по моему личному опыту, всегда сводится именно к тому, что это возможность сделать что-то хорошее, фундаментальное для людей. Чем родить друзьям по белу свету, тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Что тебя больше всего удивило на стажировке? Удивило, наверное, в коллективе это дружелюбие. Все приятно друг к другу относятся, всегда помогают, отвечают на любые вопросы. Удивило то количество современного оборудования, которое тут есть. Это было удивительно на самом деле. После вуза видеть столько всего, это прям здорово. Для чего ты пошла на стажировку? Что ты хотела для себя получить? В первую очередь хотела получить новые знания, новый опыт, посмотреть вообще, как устроено фармацевтическое производство, как устроена лаборатория, что такое стандарты GMP, GLP, как оно вообще, потому что до этого только слышала. Хотелось увидеть это вживую, прикоснуться непосредственно, поработать. Какие возможности дают стажировки в Биокаде? Ну, наверное, самая основная возможность – это получить огромный опыт под руководством опытных наставников, профессионалов в своей сфере, потому что каждый стажер, приходя к нам в компанию, получает большой багаж знаний в рамках своей профессиональной сферы и плюс еще поддержку наших коллег. По итогам стажировки кто-то из них может стать нашим полноценным сотрудником. Мы постоянно в компании делаем новые проекты, открываем новые лаборатории, часто открываются новые площадки, и есть потребность в молодых специалистах, в новых кадрах. Сезонные проекты – это такие уникальные проекты, которые включают в себя тоже блок обучения и блок полноценного погружения в задачи, но для уже выпустившихся ребят, то есть выпускников и специалистов с небольшим опытом. И большая часть ребят, которые принимают участие в этих проектах, впоследствии становятся нашими сотрудниками. Причем проекты бывают в различных сферах, как в рамках каких-то лабораторных направлений, R&D, так и в офисных подразделениях. В течение 1, 3 или 6 месяцев иногда бывают проекты на год. Когда проекты закрываются, что вы делаете? Большую часть ребят, уже подготовленных, уже введенных в курс дела, мы приглашаем к себе на работу, потому что процент как раз трудоустройства после данных проектов достаточно высок. Я знаю, что у вас еще есть образовательные программы на базе школ и вузов. Что это за программы, какие они цели преследуют?
Расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле мы выстроили комплексную систему подготовки будущих наших сотрудников. Начинаются они со школы, продолжаются в ВУЗе и заканчиваются у нас в компании. И туда входит достаточно большой спектр мероприятий. Это от поддержки талантливых школьников на базе образовательного центра «Сириус», подготовка своих спецкурсов, открытие лабораторий, открытие образовательных программ на базе нескольких вузов нашей страны. Например, в 2020 году мы открыли бакалавриат совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. И также для продолжения своего обучения, траектории обучения у нас есть 3 образовательные программы магистратуры в Химфарм-университете, в Пушгине, и вот в этом году открывается в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге. Вот, поэтому стараемся готовить кадры прямо со школьной скамьи и доводить их до нашей компании, соответственно, уже полностью подготовленными. В общем, люди нужны. Люди нужны, главное, талантливые ребята, которые готовы учиться, а мы готовы их учить. Были у тебя какие-то наработанные знания, навыки из вуза, которые ты здесь применила? Ну, знания однозначно были, теоретические, практических практически не было, потому что все-таки немного не туда идет моя специальность, и нас старались обучать немного иному. Но курс химии разнообразный был, соответственно, знания имелись. И Фундаментальные знания? Фундаментальные какие-то базисные, да. Чтобы тебе не объясняли, что вот это понятие, это то-то, штука молекул, тебе не нужно было объяснять. Да, это все в голове уже было. Вот у вас бывает такое, что человек вот практически вот прям подходит под специальность, но вот ему какой-то вот чего-то не хватило, и это был ключевой фактор, а так бы он идеально подошел бы. На самом деле, если кому-то чего-то немножечко не хватает, это как раз-таки не какой-то глобальный минус. Мы стараемся идти всегда навстречу очень талантливым ребятам, если мы понимаем, что у него есть огромный потенциал, но немножко чего-то не хватает, мы лучше его дополнительно этому научим, нежели упустим классного кандидата. В основном у многих ребят возникает страх вообще перед какими-то собеседованиями и так далее. Они как раз считают, что им не хватает опыта, не хватает возможностей, не хватает каких-то теоретических знаний, и они просто боятся, например, подать заявку на стажировку. Они думают, что они не соответствуют уровню компании. Вот это, наверное, самая главная боязнь и страх, и стереотип, который мы стараемся развеять, потому что если ты мотивирован, если ты хочешь работать у нас, то нужно это пробовать, подаваться на проекты стажировки, участвовать в жизни компании, потому что только так ты сможешь о себе заявить. Поэтому мы советуем всем быть смелее и принимать участие в максимальном количестве проектов. Сколько длится твоя стажировка? Я работала полный день, 8 часов, и стажировка длилась 3 месяца. Хочется отметить помощь коллег, потому что без этого, конечно, никуда. Поначалу было очень сложно, потому что... адаптация у тебя происходила. Адаптация, конечно. Ну, в принципе, я понимаю, что вполне обычные вещи с тебя требовались. Все остальное, они видят, что ты способна к работе, способна к обучению, и тебя как бы, натаскивали, подсказывали, и это было несложно. В данный момент я ожидаю ответа от работодателя. В нашем отделе не было вакансий свободных, я подала на другую, прошла собеседование, и вот ожидаю результата решения. Я надеюсь, у тебя все получится. Я тоже. Ты продолжишь здесь работать. Спасибо большое. Спасибо. Молодые выпускники, молодые специалисты, студенты, если вы не знаете, куда себя применить, куда идти, где строить свою карьеру, то, пожалуйста, вот, мы показали всего лишь только один из возможных вариантов, поэтому пробуйте, дерзайте, не бойтесь, все в ваших руках, вперед!